Здравствуйте, друзья! В продолжении темы оружия собаки и ранее опубликованного видео «Все об укусе» я хочу поделиться с вами тем, какие упражнения делают мои собаки в этом направлении. В этом видео я вам расскажу о базовом курсе, который закладывает фундамент для достижения максимальных показателей в силе укуса, проявлении укуса и качестве хватки. Состоит этот курс из двух упражнений. Оба упражнения я делаю в рамках одной тренировки. Весь курс рассчитан на 4 месяца, с перерывом между тренировками 3 дня. Итак, первое упражнение под названием «Тарзанка» предназначено для улучшения выносливости и качества хватки. В развитии силы укуса тарзанка не играет практически никакой роли. Зато тарзанка играет огромную роль в формировании правильного использования собакой своего оружия. И вот в чем это выражается. Хорошо мотивированная собака постоянно пытается полной пастью вцепиться в место укуса. Такое же поведение такая собака проявляет и работая на тарзанке. И когда собака хочет полной пастью схватить ухватку и открывает для этого свою пасть, ухватка тут же, что называется, убегает из пасти собаки, так как крепится она на резине. Этот принцип вы сейчас можете наблюдать на экране на протяжении всего процесса работы моей собаки. Тарзанка заставляет собаку производить укус быстро и вовремя. Ей приходится думать, как впиться полной пастью. Для этого она активно работает всем корпусом. При этом собака еще и выполняет трепки. Важность этого упражнения трудно переоценить. Это упражнение делает собаку думающей в использовании своего оружия. Вырабатывается правильный тайминг укуса. Собака учится правильно дышать, работая в захвате. И еще находить время для отдыха в процессе такой работы, не теряя при этом контроль хватки. Если ваша собака может такое вытворять с тарзанкой на весу, то представьте себе, что она будет делать в бою или в тренинге на костюм, когда она будет стоять на лапах. Но в принципе, в этом упражнении ничего нового и оригинального я вам не открою. Это упражнение придумано задолго до того, как я начал заниматься собаками. Я лишь укажу на несколько важных моментов, которые могут пригодиться тем, кто будет это практиковать. Главный момент – это материал ухватки, который будет удерживать собака. На постоянной основе категорически нельзя использовать различные валики из джутовой ткани или из материала, из которого изготавливаются защитные костюмы. При длительном использовании такие материалы просто уничтожат зубы вашей собаки. Есть, конечно, разные способы, как изменить структуру таких тканей, но на практике это неудобно. Поэтому ухватку необходимо изготовить самому. Берется телячья шкура, на несколько дней засыпается солью, по аналогии соления рыбы, а в последующем, перед каждым занятием, необходимо эту ухватку помещать в воду, чтобы она размякла, и только в таком виде использовать на тренировках для развития хватки. Крепиться ухватка должна обязательно на резине. Крепеж не должен быть жестким. Теперь о самой нагрузке, которую даю я своим собакам в этом упражнении. Если собака работает собственным весом, то я делаю 6 повторений с перерывом на 2 минуты между повторениями, чтобы собака сделала свои нужды и смочила ротовую полость буквально парочкой глотков воды. Если собака работает с дополнительными весами, то я делаю 3-4 подхода с перерывом в 5 минут. Длительность одного повторения в каждом варианте 50% от максимума в этом показателе. Прежде чем перейти ко второму упражнению, я хочу сказать, что если вы уделите какую-то часть вашего времени хотя бы на краткое изучение мышц, сухожилий и других соединительных тканей собаки, то неизменно придете к выводу, что именно динамическая, полноамплитудная нагрузка на жевательные мышцы является важнейшим фактором в развитии силы укуса. Да и вообще, мышцы, сухожилия и другие соединительные ткани собаки имеют свою отличительную особенность, которая должна учитываться в физической подготовке собак. Итак, второе упражнение – это работа с эспандером, развивающим силу укуса. В отличие от тарзанки,
Эспандер, как и само упражнение, придумал я лично. Нигде в мире такое оборудование не изготавливалось и не использовалось ранее. Этот эспандер дает сопротивление на сжатие. При этом вы можете на эспандере менять нагрузку в зависимости от возможностей собаки в этом упражнении. Главный плюс этого эспандера – это амплитуда, с которой сокращаются жевательные мышцы собаки, и то, что на протяжении всей амплитуды идет целенаправленная постоянная нагрузка. Всякие жевания колес или мячиков – все это детские забавы, которые мизерно сопутствуют развитию силы укуса, но при этом вредят зубам и деснам собаки. При этом собака может еще и наглотаться резиновой стружки, что тоже вредит здоровью собаки. Какое-то время у вас уйдет на то, чтобы научить вашу собаку работать с этим оборудованием. Со временем собака, привыкнув и поняв, чего именно вы от нее добиваетесь, будет выполнять только лишь целенаправленную нагрузку, а именно сжатие эспандера. На этих кадрах моя немецкая овчарка Белла выполняет это упражнение идеально. Моя собака даже не препятствует разжатию челюстей. Еще только я начинаю раскрывать эспандер, как она тут же сама разжимает пасть, а после делает нужную активную нагрузку, а именно сжатие челюстей. Это приходит с опытом. Белла прошла много курсов такой подготовки. Она настоящий профессионал в этих упражнениях и может работать инструктором в спортзале для собак. В процессе работы она еще и меня поправляет, показывая лапой, чтобы я ниже опустил эспандер. В этом упражнении, в зависимости от силы сжатия, я делаю от 3 до 7 подходов с перерывом на 5 минут между ними для отдыха и смачивания полости рта собаки. Что касается нагрузки при работе с эспандером, лично я выстраиваю график нагрузок, исходя из прибора для замера силы укуса. Если у вас такого нет, то можно, как говорится, методом тыка, исходя из максимального количества повторений, которое делает собака на разных уровнях усилия эспандера. Первый месяц я даю собаке усилия в 50% от максимума, а после каждый месяц постепенно увеличиваю нагрузку. В последний месяц курса мы с моими питомцами работаем с нагрузкой 70% от максимума. С увеличением нагрузки можно увеличить время отдыха. Если у кого-то возникнут мысли, что после таких занятий собака может поджевывать рукав или другую амуницию, или не хватать полной пастью, не переживайте. Опираясь на свой опыт таких занятий, а это более 20 лет, я скажу, что после таких тренировок все мои собаки хватают пастью полнее не бывает и проявляют качество хватки на самом высоком уровне. Не нужно также забывать о важности разминки перед началом тренировки. Необходимо разогреть собаку во всех движениях, в которых собака будет прилагать усилия. Этот курс закладывает фундамент для дальнейшей работы с оружием собаки. Только после того, как этот фундамент сделан, я перехожу непосредственно к целенаправленным упражнениям на развитие силы укуса и проявлению укуса, и к работе на принципиально технологически новом оборудовании, которое позволяет максимально развить эти показатели. Те, кто захотят заниматься развитием этих качеств собаки, на полгода работой обеспечены, занимаясь базовым курсом, а далее я расскажу и покажу оборудование и методику, которые выведут эти качества на максимально возможный уровень. За более детальной информацией можете писать мне на почту. Многие спросят, а для чего нужны такого рода занятия? Я отвечу так. Если вы служите с вашей собакой в армии или вы охотник, то почему бы не дать вашей собаке дополнительное, причем очень весомое, преимущество в схватке с противником? А лично для меня такого рода занятия – это исследование в области максимальных возможностей собаки, где главную роль занимает раздел защита, безусловно, в совокупности с безупречным послушанием. Цель этих исследований – перевести все качества собаки в плоскость точных наук и дать не просто описание, а выявить максимальные возможности собаки в цифрах,
и в формулах, в таких качествах, как внимание, выдержка, агрессия и прочих, и какую пользу эти исследования могут дать в подготовке собак, в изобретении соответствующего оборудования и методик для максимального раскрытия потенциала собаки. В этом видео я рассказал об улучшении укуса и хватки физическими упражнениями, но не нужно забывать, что фундаментом является врожденная мотивация. Всего вам доброго, с вами был Петручок Владимир.